Эта удивительная драма развернулась в глухом таежном поселке много лет назад. Анна Прохоровна прожила в этом уединенном месте всю свою долгую жизнь. Здесь она пустила корни, встретила единственную любовь и познала радость материнства. Их союз с мужем был образцовым, наполненным нежностью, а плодом этой любви стала прекрасная дочь, которую нарекли Екатериной. Семья долгие годы наслаждалась гармонией, создавая бесценную копилку теплых воспоминаний. Катя выросла, расцвела и, встретив достойного человека, вышла за него замуж. Профессиональный долг супруга вынудил Екатерину покинуть отчий край и перебраться в далекий мегаполис. Анна Прохоровна с мужем, скрипя сердце, благословили дочь на отъезд, заверив ее, что справятся со всеми тяготами сами и поводов для тревоги нет. Однако спустя несколько зим отец Кати серьезно захворал и, несмотря на все усилия врачей, скончался. После 40 лет безоблачного брака Анна Прохоровна осталась в пустом доме один на один со своим горем. Дочь слезно умоляла мать переехать в город, обещая окружить ее заботой и комфортом, но пожилая женщина наотрез отказалась бросать родные стены и могилу мужа. К счастью, мир не без добрых людей, и в поселке всегда находились те, кто был готов подставить плечо. Анну Прохоровне, проработавшую полвека в местной школе, искренне уважали, и один из ее бывших подопечных, Николай, регулярно заглядывал к ней, чтобы нарубить дров или поправить покосившийся забор. Николай был заядлым звероловым и часто пропадал в окрестных лесах, нередко подкармливая одинокую учительницу лесными деликатесами. Однажды он пришел с необычным подарком. В его куртке возились 4 крошечных пушистых комочка. Охотник объяснил, что обнаружил бедолаг в глухой чаще совсем одних, брошенных матерью на произвол судьбы. При этом он сознательно утаил важную деталь. Эти малютки были вовсе не породистыми псами, а настоящими волчатами. Анна Прохоровна с радостью приняла дар, надеясь, что собаки скрасят ее одиночество и станут верными стражами. Она тотчас пристроила найденышей на кухне, достав старые миски и наполнив их сочными обрезками мяса, которые малыши уничтожили в одно мгновение. Когда подопечные уснули, женщина вышла на крыльцо, чтобы еще раз поблагодарить Николая за его доброту. Охотник видел, что старушка принимает хищников за обычных щенков, но решил, что пока они малы, опасности нет, а позже он найдет им приют в зоопарке или заповеднике. Оставив Анну Прохоровну в счастливом неведении, он ушел, а хозяйка, вернувшись в дом, застала там настоящий погром, устроенный проснувшейся четверкой. Ничуть не рассердившись, она навела порядок и решила дать каждому имя, назвав их Громом, Пиратом, Вьюгой и Тихоней. Шло время, лесные приемыши росли, и в душу женщины начали закрадываться сомнения в их происхождении. Они развивались стремительнее любых собак, обладали пугающе острыми клыками, а поселковые псы при встрече с ними в ужасе поджимали хвосты или заходились в яростном лае. Тайное стало явным, когда мимо калитки проходил местный егерь. Увидев играющих во дворе зверей, он вскинул ружье, но Анна Прохоровна буквально закрыла их собой. Егерь открыл ей глаза на то, что в ее доме живут лесные волки, а не домашние питомцы. Известие ошеломило женщину, но страха она не почувствовала, ведь за все месяцы волки не проявили и тени злобы, став для нее самыми преданными друзьями. Минул год, хищники окончательно превратились в мощных стражей, беспрекословно подчинявшихся своей маме. Однажды промозглой осенней ночью в дверь дома грубо постучали. Открыв засов, Анна Прохоровна увидела 3 незнакомцев в масках, один из которых направил на нее дуло обреза. Бандиты требовали выдать все сбережения, угрожая расправой, но их наглая речь была прервана утробным
леденящим кровь рычанием. Волки, спавшие в горнице, мгновенно почуяли угрозу. Пират, Гром и Вьюга вихрем бросились на налетчиков, впиваясь им в ноги и не давая прицелиться. В это время самый крупный вожак, Тихоня, встал живым щитом прямо перед Анной Прохоровной, перекрывая собой траекторию выстрела. Пока в сенях шел яростный бой, женщина успела добежать до телефона и вызвать подмогу. Едва она положила трубку, как грохнул выстрел, сменившийся жалобным скулением. Бросившись обратно, хозяйка увидела истекающего кровью Тихоню. Один из грабителей в панике успел нажать на курок, ранив верного зверя в бедро. Налетчики попытались скрыться, но на выходе их уже ждал наряд милиции, оперативно прибывший на вызов. Преступников заковали в наручники, но Анне Прохоровне было не до них. Она всеми силами пыталась остановить кровь своему защитнику. К счастью, рана оказалась не смертельной, и благодаря заботе хозяйки через месяц Тихоня уже снова твердо стоял на лапах. Весть о волках-героях облетела весь край, но для самой Анны Прохоровны эта слава была пустым звуком. Она просто продолжала любить своих лесных сыновей, которые платили ей такой преданностью, на которую способны лишь существа, спасенные от верной гибели.